Кассандра чувствовала, что ее любимый питон Реджи был ничем иным, как любящим компаньоном. Однако ее визит к ветеринару ошеломил ее. Она отвезла Реджи в клинику, думая, что он, возможно, болен или ведет себя странно, но результаты УЗИ были более тревожными, чем она ожидала. Кассандра была в шоке, осознав, что проигнорировала истинную природу своего питомца. В течение нескольких недель она крепко спала со змеей, свернувшейся калачиком рядом с ней, не обращая внимания на опасность, в которой она находилась. Воспоминание теперь наполняло ее страхом. Она чувствовала себя глупо из-за того, что не заметила предупреждающих знаков раньше. То, как Реджи обвился вокруг ее тела и пристально посмотрел на нее, должно было стать красным флагом. Она неправильно истолковала его действия как привязанность, но теперь она знала это лучше. Мысль о том, чтобы снова лечь с ним в постель, заставила ее содрогнуться. Маленький городок Бар-Харбор, где жила Кассандра, был сплоченным сообществом, где все знали о делах друг друга. Когда она переехала к Реджи, гигантскому питону, люди сразу же отнеслись скептически и забеспокоились о ее безопасности. Кассандра не обращала внимания на его опасения и оставалась непреклонной в своей приверженности своему питомцу. Она усыновила Реджи из Центра спасения экзотических животных, и их связь была нерушимой. Несмотря на неловкость соседей, Кассандра считала Реджи идеальным домашним животным. Он не требовал особого ухода и не производил шума. Он никогда не причинял никакого вреда ей или ее гостям. Он всегда держал его в питомнике с нагревательной лампой, как рекомендуется для домашних животных-рептилий. Одиночество Кассандры и ее желание укрепить свою связь с Реджи подтолкнули ее вывести это на новый уровень. Она начала спать с Реджи, свернувшимся калачиком рядом с ней, создавая живое одеяло, которое согревало ее ночью. Однако вскоре она заметила перемену в его поведении и перестала есть. Обеспокоенная его благополучием, Кассандра отвела Реджи к местному ветеринару доктору Хэнсону. После осмотра доктор Хэнсон предложил провести УЗИ брюшной полости ЗМИ, подозревая, что Реджи мог проглотить что-то необычное. Результаты УЗИ вызвали у Кассандры недоверие и опасения за свою безопасность. Ветеринар спросил о привычках Реджи в еде и сне, и Кассандра рассказала об их ночном ритуале единения. Доктор Хэнсон показал Кассандре результаты УЗИ, которые показали, что желудок Реджи был полностью пуст, что указывает на то, что он готовился к большой трапезе, возможно, Кассандре. Доктор Хэнсон призвал Кассандру пересмотреть свои планы спать с Реджи в целях ее безопасности. Кассандра изо всех сил пыталась смириться с тем, что Реджи, ее любимый питомец, может рассматривать ее как добычу. Доктор Хэнсон объяснил, что питоны были охотниками-оппортунистами и что поведение Реджи соответствовало поведению змей, готовящейся к большой трапезе. Он посоветовал Кассандре найти более подходящий дом для Реджи. Кассандра разработала план, чтобы проверить намерения Реджи, и положила манекен на его кровать, спрятавшись в углу комнаты для наблюдения. Реджи подошел к манекену, обвился вокруг него и сжал его хватку до тех пор, пока пластик не треснул. Кассандра знала, что должна уделять первоочередное внимание своей безопасности, и обратилась в Центр спасения экзотических животных, чтобы найти Реджи новый дом. Потратив несколько дней на подготовку к отъезду Реджи, Кассандра попрощалась со змеей, которая стала важной частью ее жизни. Настал день, которого она боялась, и когда спасатели пришли забрать Реджи, Кассандра изо всех сил пыталась сдержать слезы. Пока его грузили в свой грузовик, он задавался вопросом, понимает ли Реджи любовь, которую они разделяли, и опасность, которую он представлял. Несмотря на боль, она знала, что так лучше. Новости об опыте Кассандры с Реджи быстро распространились по всему Бар-Харбору, и люди говорили об этом.
Хотя некоторые соседи с подозрением относились к его необычной связи со змеей, они выразили обеспокоенность и поддержку, услышав о том, что произошло. Кассандра была благодарна сообществу за понимание и доброту и чувствовала, что ее опыт сблизил ее с соседями. Со временем Кассандра стала волонтером в Центре спасения экзотических животных, помогая ухаживать за другими нуждающимися животными. Однажды ее привлек хамелеон по имени Кэми, и она решила его усыновить. Хотя Кэми никогда не сможет заменить Реджи, Кассандра мгновенно почувствовала связь с этим маленьким существом. Соседи Кассандры более благосклонно отнеслись к ее новому парню, и жизнь в Бар-Харборе вернулась в нормальное русло. Путешествие Кассандры научило его ограничениям любви и важности осознания опасностей, которые иногда сопровождают ее. Через боль и потерю она обнаружила свою собственную силу и стойкость. Она узнала, что любовь может быть сильной, но она никогда не должна ослеплять ее правдой. В конце концов, она нашла утешение в своей новой жизни, ценя отношения, которые установила, и с нетерпением ожидая ожидающих ее приключений. История женщины, которая каждую ночь спала со змеей, стала историей личностного роста, исцеления и неприходящей силы любви.